Нам нужна помощь. Пришли ко мне на менторство. Ребята занимаются строительством, сайдингом, хоум-сервисе, American Building Development. Как нанять операционного менеджера? Оборот в этом году закроем 5 миллионов. Если вам нужен бизнес на прокачку, значит звоните Сардору. Он очень много рассказал, научил, показал. 24/7 на связи. Я думаю, что мы очень быстро достигнем хороших результатов. Let's go. Сегодня приехал к ребятам в Сакраменто. Занимается строительством, сайдингом, хоум-сервисе. American Building Development. Пришли ко мне на менторство. Мы внедряли систему. Вот я еще решил приехать, посмотреть, как у них идут дела. И своим взглядом посмотреть на это дело. Добрый день. Здравствуйте, сеньор. Рад вас видеть. Приятно. Это первая наша встреча была. Был один бизнес-ивент. Мы записались сюда с Димой, поехали вместе. И там, получается, был класс, там было, не знаю, 5-6 человек, и он там сидел. Год после этого я увидел Сардора ролики в интернете, и я такой, я его знаю, думаю, дай напишу ему. Но перед тем, как я его написал, я спросил нашей общей знакомой, говорю, ты ему рекомендуешь, Юля, спасибо большое. Она говорит, да, он очень классный, я рекомендую, он знает, что он делает, я за него ручаюсь. Я говорю, ну смотри. И я написал Сардору, мы провели первый интервью, там час пообщались. Нам нужна помощь. Растем, но как бы с очень большим трудом. Ну, я посмотрел, смотрите, ДЭК, ребят, 940 миллионов – это маленькая индустрия. Я думал, она больше. Вы упретесь по потолку, на самом деле, с другой стороны, с индустрии. Вам нужно другие города открывать. Ехать там в сторону Берри, тоже Сан-Франциско. Там тоже все дома на этих на хиллах построены, и у них по-любому все куча деков тоже там. Ускорить компанию можно. У нас были трудности, мы, получается, сами на своих силах, на своих Знаниях, знаниях опыту. мы дошли до какого-то этапа, и все дальше мы не могли уже двигаться. Система не была построена правильно, люди не были на правильных местах, и поэтому уже уперлись, и все. Мы так, я поговорил с Богданом, говорю, let's go. И мы сразу Берем, заплатили, делаем, да. подписали и погнали. И я ни дня, ни одного часа не жалею, что мы пошли, потому что он очень много рассказал, научил, показал. И он 24/7 на связи, что ты напишешь, он Поддержка. напишет сразу и подскажет правильно. Я всем рекомендую. Если смотрели «Тачка на прокачку», это то же самая программа. Только здесь бизнес на прокачку. Если вам нужен бизнес на прокачку, значит звоните Сардору. Мы потихоньку начали внедрять, вот видите, как раз наши новые sales, машины, продакшн. Вы до этого сами продавали, правильно? Да, продавал я и мой брат. Да. Мы сами начали все делать вдвоем. И удалось уже нанять продавца? Да, мы наняли продавца месяц назад, он продает лучше, чем мы. Мы даже не ожидали, что такое может быть. Это мы всегда, предприниматели, сначала думал, что никто не может лучше сделать нашу работу, чем кто-то другой. Это правда, потому что ты думаешь, Да. ты думаешь, что ты продаешь лучше всех, и ты знаешь, ты разбираешься в этом продукте, но приходят люди, которые больше обученные, прошли больше классов, знают, ты передал им, и у них есть свои навыки, и они, бум, продают 2 раза больше, 3 раза больше, чем ты. И ты такой, вау, ты в шоке, думаешь, это реально? И ты потихоньку начинаешь делать то, что ты учишь нас и объясняешь, что нужно передавать и приводить больше людей, и чем больше команда, и если хорошие, успешные люди, то Он это будет Любецку результат. 2 раза больше продал, чем вы, да? Да, да. Да? А как давно в этом здании находитесь? Этот офис мы уже сняли как 3 года, следующую половинку добрали как полгода. Расширяемся. Да? Расширяемся, надеюсь, по твоему менторству и то, что ты нас научил, то мы перейдем через полгода в следующий, в 3-й офис. Я думаю, это будет летом. Я думаю, это будет А ближе. как давно в этом бизнесе? Почти 5 лет. 5 лет будет вот. А до этого где вы находились? До этого мы нигде, собирались в Старбаксе, приезжали в Старбакс, это такая крутая история. Мы приезжаем в Старбакс, каждый Monday им делал митинг на 6 утра. Они такие, гайс, что вы здесь делаете? Мы такие, мы берем кофе. Все взяли по кофе. Он говорит, это не митинг, зал, снимите себе офис, выезжайте. Мы такие, у нас нету денег. Они нас 2 раза выгоняли. А, Starbucks это basically ваш офис? Да. У нас был офис. Хороший лайфхак. Расскажите про бизнес, чем вы занимаетесь? У нас 2 департамента. У нас получается один департамент residential, а второй commercial. А что именно делаете? Делаем это Чтобы для зрителей. деки, Экстериор деки, все. балконы, полностью вся наружная работа. Это включает сайдинг, окна, покраска, крыши. Какой оборот? Оборот в этом году закроем 5 миллионов. Сколько в компании сотрудников? Сейчас 27. Good morning, guys. How you doing? Happy Monday.
Yes. Yeah, happy holiday. We have today guests. Yeah, this is Sardor, our mentor. Yeah, who help us to grow our company and be like skyrocket. Yes, yes. Здесь как два офиса, здесь один офис. Вот, проходите. Where the magic happens? Yes, where is the magic? Yes, it's really. Там у нас продакшн, у нас как есть офис сзади, где гайсы учатся, что делать, если что не знают. Да, делают как раз тренинг, когда дожди на улице, чтобы дома не сидеть, как раз продвигаемся, чтобы продакшн и quality было лучше и больше. Сардор, проходи, это наш второй офис. Здесь у нас бухгалтерия. Здесь сидит наш general менеджер, который хорошо, что он отсутствует сегодня, что его нет, потому что значит он работает. Потом у нас следующая комната это для sales департамента. Здесь как раз видите, мы им установили звонок, чтобы они знали, мы будем слышать всегда, когда что-то будет продано. Чтобы, если ничего не продал, нету что стучать в колокола. Это вот эти продукты вы делаете, правильно? Вот продаете? одно из этих направлений, что мы делаем, это сайдинг, Джеймс Харди, шингл и покраску, и разные виды сайдинга. А деки как раз вы видели, как ребята на заднем фоне, на бэкярде сзади, там в гараже делают. Мы делаем митинги для продакшн-менеджера, для лид-менов, для employee всех раз в месяц, для того, чтобы разбирать все вопросы. Вот почему офис, уже не Starbucks, видите, вот почему нужен был офис. Чтобы нас никто не выгонял. Давайте сядем, поговорим более детально. Да, без проблем. Когда мы обратились к Сардору до этого, мы еще не имели ни одного сейлсмена. И мы продавали, я с братом, мы делали продажи вместе, и мы не решались никак до того дойти. Это один из первых таких вызовов был. Он нас научил, подсказал, дал систему, как сделать, чтобы нанять сейлсмена. Это первое, что он сделал. Потом второе, он ввел все структуры полностью, кто кому должен отвечать, подчиняться, подсказывать, давать отчеты. Это очень большое. И третье, он показал все цифры, зачем нужно смотреть, сколько нужно тратить, чтобы быть там, где мы хотим быть, чтобы планировать на год, на 3 или на 5 вперед. Ну да, он дал все инструменты, которыми можно пользоваться. Это и самое главное. масштабировать бизнес. Кстати, вы измеряете оборот на сотрудников? Вот это Нет. важная цифра, кстати, которую ты хочешь постоянно следить. Сейчас смотри, у тебя было 2,7 миллиона на 12 человек. Это получается, у тебя было 225 тысяч было, правильно? Да. На человека, per employee. Вот, И сейчас ты находишься 5 миллионов, и ты сотрудников сказал 27. 27. И ты уже, получается, опустился на 80. 185 тысяч. Это, подожди, идет дроп. Тебе надо обратно исправить это дело. Исправить, получается, у тебя две кондиции может быть. Это первое исправление, чтобы здесь должна быть цифра 225 тысяч. У тебя есть два выбора. Или здесь за сотрудников должно быть на 5 миллионов оборота. Мы сказали, всего 22 человека, да? Получается? Да. Уменьшить людей, на Да. зиму сократить. Или 27 Ну, 6 должен, 25 тысяч должен делать 6 миллионов. Это больше нравится формула вторая. Вот, один из этих. Слишком много людей, которые не приносят тебе дохода. Как раз таки мы и поняли, что тебе нужно было сделать, это добавить salesperson. Ты должен как раз таки выйти с блока продаж. Есть такая штука в орг-структуре, которую мы с вами проходили. Смотри, у тебя есть функция оунера, где ты больше всего на самом деле получаешь результат. Потом есть у тебя как бы HR-админ, потом у тебя есть sales-маркетинг, потом у тебя есть финансы, потом у тебя есть Ops, отдел качества и пиара. Это приносит тебе 200% эффективности. Здесь ты получаешь 35% эффективности дает, финансы дают тебе 30%, производство тебе дает 25%, отдел качества дает тебе 100%, пиар дает тебе 100%. Когда ты едешь, продаешь сам, ты приносишь за свое время только 35% эффективности. И когда ты, например, сидишь в бухгалтерии, занимаешься 30%, ну, как бы это ценно, но не должен заниматься, она тебе больше не приносит столько, как бы, ценности, это время, когда ты тратишь. Или производство. Ты оттуда хочешь в первую очередь выйти. Да, С производства. мы сделали. Лучше отдел качеством заниматься. Ты говоришь, когда ты говоришь, не я занимаюсь, качество падает. А тебе нужно как раз-таки научиться, чтобы как оно не падало, тебе надо качеством заниматься. Тебе лучше, на самом деле, приехать после работы, приехать посмотреть с этим самым. Окей, я хочу вот такое ожидание, такое качество, почему ты это не сделаешь? Перед тем, как сдавать объект клиенту, тебе нужно именно делать обход объекта, можно делать. Будем И теперь это делать. смотри, почему вот это была функция сильная.
Когда вы наняли продавца, ты сколько тебе час потратил времени интервьюировать продавца? Час-полтора. То же самое, понимаешь? А сколько тебе берет времени, сколько сэкономил сейчас, он продает, лучше. Это он сэкономил такое ощущение, что целую вечность. Потому что ты думал, что это нереально. А вот это, знаешь, сколько процентов это дает? 300% и больше дает вот эта эффективность. То, что мы сейчас делаем. Менее эффективность вещи ты делегируешь и занимаешься более эффективными вещами. И я тебе до этого еще говорил, а когда ты нанимаешь человека, например, как нанять операционного менеджера, да, например, сюда. У тебя сейчас следующая задача стоит. Вот здесь у тебя сейчас bottleneck получается в продакшене. Так и есть. У нас сейчас план нанять 10-15 человек. Да, но у тебя ты пытаешься кого-то промотать туда наверх, на эту функцию. Теперь должен представить, окей, мы хотим сделать здесь 12 миллионов, например. Ага. На 12 миллионов мы хотим удержать то же самое или сделать более эффективнее. Или 250-300. 250 сделать, давай. О, это было бы лучше, Да. чтобы не брать заоблачные Окей. цифры. 12 миллионов, делим его на 250 тысяч. Это получается 48 человек нужно. Да? О, то еще нужно штат больше делать. Да. Ну да, так как я сказал, что нам нужно еще 15 там работников Да. плюс-минус. У тебя 27 человек, давай мы его разобьем, где они находятся. В HR кто находится, сколько человек? Рекрутинг, HR? Там мы админ, эти роли как админ. меняем. Я понимаю. Я делаю, Игорь делает и Томас. Знаешь. Окей, Никто один кто не находится занимается. в sales-маркетинге? В маркетинге находится Томас. Да, ну и в Кто Sales еще? находится брат Богдан и находится Тимофей. Окей, плюс один. Еще два, считай, что два сейчас начинают Бухгалтерия с сколько понедельника. человек находится? Один. Один. В отдел колл-центра, вот здесь еще один человек, у тебя есть 3. В финансах один, правильно? Да. А в операционке сколько человек находится? 17. У тебя 17 тут, а где остальные? Ну, сюда можно еще добавить в этот продаж 2 человека, 2 сейлса еще. А здесь у тебя 0, и здесь у тебя 0. Это кто там? Что Ну, это? отдел качества, Ну, есть один. один человек у тебя есть. Смотрит за качеством. А и Окей. вот то, что мы знакомились. И последнее что? Отдел пиара. Нет? У тебя нету. Ну, Это как бы- перспектива. Да. Еще знаешь, она происходит? У тебя есть 100% P&L. Смотри. И она тоже делится. Вот это если 100%. 60% у тебя люди должны находиться, вот это все люди находятся там. Потом у тебя остается 40%, правильно? Из этих 40%, если ты работаешь на 40%, например, здесь, остальные люди помещаются сюда. Еще отдел маркетинга тоже находится здесь. Здесь маркетинг ты тратишь, сколько там процентов сейчас тратишь? 15 до 20. Окей. Здесь у тебя 15, и у тебя остается еще 15. Если ты тратишь, здесь остается у тебя 10%. Все остальные вот эти салары, получается, вот здесь он находится. А вот эти 17 человек находятся тут. Сколько слоев управления нужно для того, чтобы 36 человек управлять? Получается, если управлять, У тебя- это один у тебя- будет general manager. У тебя должен быть... Каждая кру будет по 3 человека. Вот 35 поделить это 10, 11 кру. В каждой команде должен быть один лидмен. Это 11 лидменов. И над каждым где-то 4, над каждой 4-й командой должен быть один управляющий. Одного general менеджера. Игорь у нас будет. Здесь, У тебя здесь, 3 слоя здесь. получается? Здесь, да. Выходит general менеджер, Да. потом идет Супервайзер. супервайзеры, Да. потом лидмены, а потом Да. под ними уже рабочие идут. Окей, теперь смотри, это получается 3-й уровень управления. Это называется страта 3. Так, что, о чем это говорит? Теперь смотри, когда ты нанимаешь этого человека, когда ты интервьюируешь, у него ты спрашиваешь, кому ты подчинялся, кто тебе подчинялись. Он имеет опыт управления Управление третьего такими уровня. слоями людьми. Да, третьего управления. Если нет, то не справишься. То есть у человека Берет, научить нельзя? берет 5 лет. Ну, как бы. 5 лет, чтобы обучить этому навыку? Или он должен быть на 2,5, вот здесь уже почти он растет туда. Или он должен быть уже со солидным 3. Иметь опыт. Да. Такой человек будет тебе стоить где-то от 10 тысяч плюс, наверное. Когда ты нанимаешь человека, ты не нанимаешь его на сегодняшнюю нужду. Ты его нанимаешь Ты на... смотришь, да. Ты его нанимаешь через год, где ты будешь твоя организация. Ребят, давайте я вам расскажу самое интересное сейчас, то, что вы сейчас видели. Я попрошу выключить камеру. Офисные сотрудники некоторые не хотели воспринимать это, потому что люди все не любят какие-то изменения, даже взять и нас, тебе что-то новое дает, и такой, мэн, это я не хочу, это мне очень сложно сделать системное что-то, мы еще к этому не пришли, но мы идем туда. Это нужно отшлифовывать, вот с завтрашнего дня мы начинаем
делать митинги для всех, вот постоянно, каждый вторник. Человек не хочет это отдавать, потому что он привык это делать постоянно, ему хочется это делать, а ты у него отжимаешь то, что он год или два делал, такой: о, это мое, я не отдам, это мое, потому что, наверное, боится, что уволят или заменят, а никто не хочет, чтобы кого-то увольняли или оставаться без работы. Поэтому это понятно, это человеческий фактор. Самая главная метрика, то, что мы сегодня разговаривали, я об этом тоже постоянно думал, посчитал, оборот на человека. Вторая метрика, самое главное, что Сардор и команда, они убрали потолок этот в голове, чтобы рост, чтобы ты мог ставить себе 12, 24 и идти дальше. Это очень классно, что я не чувствую какого-то теперь потолка. Я только смотрю каждый месяц обороты, куда идем. И то, что мы запланировали, это мы достигли этой цели или нет. Это две таких, что я смотрю. Что ты еще можешь сказать? P&L, то, что... Да, на цифры, сколько потратить, сколько пришло, чтобы смотреть. Прошло по продавца там 300 тысяч, они продали там на 250, окей, почему на 50 тысяч не продали, почему не закрыли, почему не дожали до этого клиента, не написали имейл, не позвонили, вот такие. Больше уделять внимание всем цифрам, потому что до этого мы все делали больше интуитивно, а сейчас более мы будем делать и делаем уже как систематически и по цифрах, потому что бизнес это уже не про интуицию, это уже про цифры, так что спасибо. Я вижу, у них все это перевернуло на самом деле в какой-то степени, просто им было непривычно. Мы можем сразу прямо идти на боли, а как они говорят, и просто, например, микроскопически на самом деле просто спускаться именно к точке проблем, которые у них были. И когда мы уже разбираем этот кейс, проблему, и даем решение, они с удовольствием внедряют, они понимают, что это работает. Они могут как губка впитывать всю информацию и кайфом внедрять. И мне тоже, на самом деле, очень кайфово делиться с ребятами. Я думаю, что мы очень быстро достигнем хороших результатов. Все, спасибо большое за визит, очень приятно было. Давайте. За учебу. Давайте. Ребята молодцы, сделали большую работу, имплементировали очень много процессов, видим уже большие результаты, очень старательные, получают, понимают все процессы и кайф работать на самом деле с ними. Подписывайтесь на канал, увидите больше результатов, как мы будем удваивать, утраивать обороты, ребята. Пока-пока.